Plastnaves.ru. Снова приветствуем всех на нашем YouTube канале. Очередная заявка. Деревянный навес из клееного бруса нужно покрыть монолитным поликарбонатом. Размеры навеса 7 метров 69 сантиметров на 12 метров почти. 11 900. Значит, листы мы заказывали. Монолитный поликарбонат, толщина 8 миллиметров, бронза, Polygal Colibri. Что такое Polygal Colibri? У них там широкая линейка. То есть они выпускают листы Monogal, Colibri, Kiwi. Что значит Colibri? Это значит толщина 8 миллиметров указана, а по факту она на 5% тоньше. Ну и соответственно чуть дешевле. Но поликарбонат очень качественный, UV-защита с необходимых сторон нанесена и также без добавления вторсырья. Сложность при монтаже монолитного поликарбоната таких размеров, у нас один лист, самый длинный, был 7 метров 69 сантиметров, это, конечно, его вес. Обычно на такие объемы, ну, то есть, если, к примеру, крыть сотовым поликарбонатом, выезжает не более 3, ну, максимум 4 человека, чтобы справиться за день. В этом случае нас было 12 человек. Вообще заказчик рассчитывал класть на этот навес шестерку, но для шестерки слишком большое расстояние между обрешеткой, между брусьями, куда кладется поликарбонат, и он бы попросту провисал. Восьмерка же лежит просто как стекло и фактически не гнется. Расстояние между направляющими почти 70 сантиметров, 69 сантиметров. Так, хотел вам чуть попозже, когда уже более-менее... Значит, подаем на конструкцию листы в защитной пленке и снизу, и сверху. После того, как уже расположили их на месте, где будем монтировать, вот таким образом удаляем нижнюю пленку, нижнюю защитную пленку. Напоминаю, что листы тяжелые и приходится привлекать много человек для монтажа, в принципе, небольшого объема. Цвет здесь использовался серая бронза. Бронза 42% светопропускаемость у него. Конструкцию деревянную изготовили до нас. Сделана она из клееного бруса. Обрешетка из бруса 150 на 220. Крепиться мы будем к этому брусу вот следующим образом. Глухари 6 на 70 и термошайба резиновая. Поликарбонат тяжелый, материал дерево, поэтому приняли решение крепиться вот такими саморезами. Дальше здесь будем применять алюминиевый соединительный профиль, потому что велика вероятность из-за больших промежутков между обрешеткой. Разъемный профиль из поликарбоната, который сделан, который мы обычно применяем при монтажах, может просто расщелкиваться зимой. Алюминиевый соединительный профиль комплектуется дополнительно вот таким вот уплотнителем. Там есть специальные направляющие, куда он вставляется. Затем прикручивается база к обрешетке. Вкладываются листы и прикручивается насквозь саморезом. Вот так вот выглядит уже, скажем так, фиксация термошайбой и глухарем монолитного поликарбоната. Для начала лист фиксируется в 2-3 местах, для того, чтобы он был на месте. Порезка листа. Для порезки поликарбоната мы используем вот такую циркулярную пилу и круг по алюминию. Там очень мелкий зуб относительно. И довольно крепкий, и рез получается очень хороший, не оплавленный, не сколотый, и довольно быстро это все происходит. Быстрее, сильно быстрее, чем резать лобзиком, к примеру. Также и на болгарку можно надевать такие круги и резать какие-нибудь небольшие фигуры, если надо примыкание вырезать, или вообще лекала.
Вот такой вот рез получается отличный. Ну, Несколько листов уже на своем месте. Нижняя пленка защитная удалена. Верхнюю защитную пленку будем удалять после полного монтажа, потому что ходить по поликарбонату без защитной пленки нежелательно. Потому что монолитный поликарбонат наэлектролизован, и любая пыль к нему очень притягивается вот этим статическим электричеством, и ее просто очень сложно потом удалять. Надо ждать серьезного дождя, возможно, даже не одного. Здесь крышки еще не прикручены, крышки в самую последнюю очередь фактически тоже прикручиваем. Ну и вот прикручиваем крышки. Здесь мы приняли решение прикручивать в каждую стропилину саморез для того, чтобы соединение было плотным. Уклон на данной крыше не очень большой, исключительно для воды. Снег с нее сходить не будет. Снег будет здесь накапливаться. Ну, если не чистить крышу. Чистить крышу из поликарбоната тоже по возможности очень аккуратно. Вот так вот выглядит соединение монолитного поликарбоната алюминиевым профилем. Стандартные размеры профиля 6 метров. Так, вот следующая конструкция, которую нам нужно перекрыть на этом же объекте. Также было деревянное основание построено до нас. Водосточная система также существовала. Нам необходимо было просто поднять листы. Здесь длина листа 4 метра 17 сантиметров. Высота конструкции в коньке 5 метров. Поэтому поднимать приходилось довольно сложно. Для подъема и монтажа мы, конечно, использовали леса. Без лесов очень сложно, если поднимать поликарбонат по лестницам, практически нереально. Но напомню, у нас 12 человек на объекте и достаточно много приспособлений. Важный момент. Обязательно в поликарбонате необходимо рассверливать отверстие шире, чем саморез на 4-5 миллиметров. К примеру, если у нас саморез диаметром 6 миллиметров, мы рассверливаем отверстие диаметром 10 миллиметров. Ну и вот финальные штрихи. Буквально подметаем, буквально уже докручиваем саморезы и смотрим на результат.